Привет, друзья! Сегодня в Германии за ее пределами обсуждают сразу несколько тем, которые могут изменить и экономику, и политику страны. От новых способов введения в заблуждение в интернете с использованием искусственного интеллекта до обсуждения о будущем социальной помощи и реформ в правительстве. Рейтинг политиков стремительно меняется, в мировой торговле назревает новый перекос, а пограничный контроль внутри Европейского Союза снова вызывает острые споры. Мы разберем, почему Бюргергельд стал центром политических баталий, как Соединенные Штаты Америки и Китай меняют расстановку сил в торговле, что происходит с популярностью правительства канцлера Мерца и к чему приведут новые решения по миграции. Все это в одном выпуске, чтобы вы могли сложить полную картину дня. Оставайтесь до конца, чтобы не пропустить самые свежие детали, и подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в курсе событий. Итак, потребительские организации выражают обеспокоенность по поводу растущего числа фальшивых интернет-магазинов, созданных с использованием искусственного интеллекта. Эти сайты выглядят профессионально и предлагают товары по привлекательным ценам, что делает их особенно опасными для покупателей. Эксперты отмечают, что такие фальшивые магазины часто используют фотографии и описание товаров, сгенерированных искусственным интеллектом, что затрудняет их отличие от настоящих сайтов. Покупатели не подозревают о подлоге, оформляют заказы и переводят деньги, но товары в итоге не поступают. Потребительские организации призывают пользователей быть особенно осторожными при совершении покупок в интернете. Рекомендуется проверить адреса сайтов, искать отзывы от других покупателей и быть настороже при предложениях, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Кроме того, эксперты советуют использовать проверенные и известные платформы для онлайн-покупок, а также регулярно обновлять программное обеспечение и антивирусные программы для защиты от возможных угроз. А дальше тревожная новость о социальной помощи в Германии. В прошлом году государственные расходы на выплату Бюргергельд значительно выросли. Внимание! До 46,9 миллиарда евро, что примерно на 4 миллиарда больше, чем в 2023 году. В связи с этим представители обеих крупных партий и Союз, ХДС, ХСС и Социал-демократическая партия Германии СДПГ предлагают усилить правила для тех, кто, по их мнению, неправомерно использует систему социальной помощи. Представитель СДП в Бундестаге Дирк Визе подчеркнул, что те, кто злоупотребляет системой или занимается нелегальной деятельностью, например, организованной работой без регистрации, следует пресекать решительно. И такие случаи нельзя оставлять без внимания. Со стороны Союза депутат Тильман Кубан заявил, что новую систему социальной защиты должны получать только те, кто действительно нуждается в помощи, а не те, кто сознательно отказывается от работы. Таким образом, на фоне роста расходов тема Бюргергельд снова стала центральной в политических дискуссиях. Стороны договорились о необходимости реформ, направленных на усиление эффективности системы и недопущение злоупотреблений, одновременно не забывая о социальной справедливости и поддержке нуждающихся. А теперь интересная новость с рейтингом. В Германии наблюдается значительное снижение уровня удовлетворенности работой федерального правительства, возглавляемого, как вы знаете, канцлером Фридрихом Мерцем ХДС. Согласно последнему опросу, только 29% опрошенных довольны деятельностью правительства, что является самым низким показателем с момента его вступления в должность в мае 2025 года. Для сравнения, в июне этот показатель составлял 42%. В то же время рейтинг канцлера Мерца также снизился. Если в июне его поддерживали 42% граждан, то сейчас лишь 32%. В гипотетическом сценарии выборов, проводимых в ближайшее воскресенье, партия «Альтернатива для Германии» АДГ набирает 24% голосов, что на 1% больше по сравнению с апрелем 2025 года и соответствует ее рекордному уровню. Христианско-демократический союз ХДС и Христианско-социальный союз ХСС вместе получают 27% голосов, что на 3% меньше, чем в июле. Социал-демократическая партия Германии СДПГ остается на уровне 13%, зеленые 12%, а левые 10%. Другие партии, такие как Союз Сары Вагенкнехт с 3%, Свободная демократическая партия СВДП с 4%, не преодолевают 5% барьер для попадания в парламент. А дальше еще интереснее макроэкономические новости. В первом полугодии 2025 года Соединенные Штаты Америки сохранили статус
крупнейшего торгового партнера Германии. Однако их преимущество над Китаем значительно сократилось. Общий объем торговли между Германией и Соединенными Штатами Америки составил, внимание, 125 миллиардов евро, в то время как с Китаем 123 миллиарда евро. Годом ранее разрыв между Соединенными Штатами Америки и Китаем превышал 5 миллиардов евро, что свидетельствует о тенденции выравнивания позиций. Снижение немецкого экспорта в Соединенные Штаты Америки на 3,9% в первом полугодии 2025 года стало одной из причин этого изменения. Введение высоких импортных пошлин со стороны Соединенных Штатов Америки достигли, внимание, 15% на большинство товаров из Европейского Союза. Это сделало немецкие товары менее конкурентоспособными на американском рынке. Экономист Коммерцбанка Винсент Штаймер прогнозирует, что в ближайшие 2 года новые тарифы могут замедлить экспорт Германии в Соединенные Штаты Америки на 20-25%, что может, соответственно, привести к тому, что Китай снова выйдет на первое место среди торговых партнеров Германии. Кроме того, Германия увеличила импорт из Китая на 11% до 81,4 миллиарда евро, в то время как импорт из Соединенных Штатов Америки вырос лишь на 2,7% до 47,4 миллиарда евро. Это также способствовало сокращению разрыва между двумя странами. Эксперт Института немецкой экономики в Кёльне Юрген Матис связывает рост китайского импорта с искусственно заниженным курсом юаня, что делает китайские товары дешевле и более привлекательными для немецких потребителей. Таким образом, несмотря на сохранение Соединенных Штатов Америки на первом месте, тенденция в торговле указывает на возможную смену лидера в совсем ближайшем будущем. А теперь новость о новом правительстве Германии. Через 3 месяца после вступления в должность канцлер Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клинваль подвели промежуточные итоги работы нового правительства. Клинваль отметил, что коалиция не имела привычного периода адаптации и сразу столкнулась с вызовами. Тем не менее, он подчеркнул, что удалось достичь значимых успехов, таких как принятие финансового пакета для инфраструктуры и обороны, 2 бюджетов, экономического стимулирующего пакета и пенсионной реформы. Однако возникли и проблемы, включая отмену назначения кандидата на пост конституционного судьи из-за сопротивления в правящей фракции, что вызвало критику со стороны Клинваля. Он подчеркнул важность соблюдения договоренности внутри коалиции. В целом, несмотря на некоторые разногласия, отношения между Мерцем и Клинвалем остаются доверительными. Однако предстоящие обсуждения по таким вопросам, как базовый доход и пенсионная система, могут стать более напряженными. Клинваль отметил, что коалиция еще далеко от стабильности предыдущего правительства и что осень покажет, насколько удастся сохранить единство и эффективность работы. И еще одна новость, которая касается мигрантов. Введение пограничных контролей в Германии, направленных на противодействие нелегальной миграции, вызвало критику со стороны ряда экономистов и представителей бизнеса. Они предупреждают о возможных экономических последствиях, таких как увеличение затрат на транспортировку и замедление товарооборота. В ответ на это министр внутренних дел подчеркнул, что контроль за въездом имеет свою цену и необходимо учитывать баланс между безопасностью и экономической эффективностью. В то же время некоторые эксперты отмечают, что такие меры могут привести к повышению торговых издержек и усложнению логистических процессов. Для минимизации негативных последствий предлагаются такие решения, как создание специальных полос для грузового транспорта, что позволило бы сохранить эффективность поставок и одновременно обеспечить безопасность. Таким образом, вопрос о пограничных контролях остается актуальным и необходимо найти оптимальное решение, которое учтет как потребности в безопасности, так и экономические интересы страны. Но министр внутренних дел Германии Александр Добринц заявил о намерении продлить сборные пограничные контроли за пределы сентября 2025 года. Эти меры, введенные, я напомню, в сентябре 2024 года, вызвали критику со стороны полиции, судебных органов и правозащитников. Однако Добринц утверждает, что они необходимы для уменьшения числа случаев нелегальной миграции и обеспечения безопасности. Он также сообщил о планах новых рейсов по возвращению людей на родину. Он также отметил, что в будущем планируется возвращение к открытым границам в рамках шенгенской зоны, если будет обеспечена эффективная охрана внешних границ
Европейского Союза. Решение о продлении пограничных контролей еще не принято, но оно будет обсуждаться на заседании правительства в ближайшие недели. Вопрос остается актуальным, поскольку Германия продолжает сталкиваться с высоким уровнем миграции и внутренними политическими разногласиями по этому вопросу. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.